Всем привет! Мы с вами находимся в Тронхейме. Сегодня 20 декабря. И пустыми мы сейчас едем в Швецию по 14-й дороге. И сейчас все вам подробно расскажу по ходу дела. Значит, находился я на стояночке Шелка. Здесь бесплатный душ. Так, говорилку я отключаю, дорогу я знаю. Значит, бесплатный здесь душ. По обе стороны здесь Шелки. Но, по-моему, с обратной стороны дороги, если вы едете с севера в Тронхейм, то вроде бы там платно. И в чем прикол здесь? Вам дают на кассе ключ, а к ключу привязана 5-литровая канистра. Ну, она пустая, правда. Ну вот, чтобы вы не унесли ключ с собой, в общем. И, как я сказал, мы пойдем сейчас с вами на 14-ю дорогу. Я пустой. План такой, что нам нужно проехать границу, и там будет удобный подъезд к магазинам, и будет магазин Еврокэш, в котором есть отдел с нашей такой продукцией. Там пряники продаются, там сгущенка, тушенка. И я вам покажу цены на эти товары. Буду цены говорить я, естественно, в евро, так как меня смотрят с разных стран. Поэтому, кому интересно, сами цены вы переведете из евро в вашу валюту местную. Погода ужасная. Плюс 2, плюс 3. Местами какой-то пытается капать дождь. Но в целом эта погода нормальная для Тронхейма. Так как я, насколько понял, там где-то в водах, а вода здесь близко, да, там идет слияние каких-то течений, и оно вот с севера дает вам снег, а с той стороны тепло, и получается здесь такое лишь бы что. В общем, этот город иногда оказывается под коркой льда. Вот. И я думаю, к выходным здесь будет то же самое. Ну а сейчас мерзкая дорога, мерзкие окна, все грязные. Я их не чищу до тех пор, пока я сейчас не уеду с асфальта. Точнее, хотя бы, что где меньше будет уже трафики. Надеюсь, сейчас пойдем на перевал, что морозик немножко больше будет, и дорога будет более-менее приятная. Но это не точно. Но, по крайней мере, не так сильно будут засираться стекла, как здесь, на этой трассе. А сейчас мы едем по 6-й дороге. В общем, по дороге заехать нужно мне в Норвегии на заправку, взять моего кофе бодрящего. И все. И будем двигать. Посмотрим. Все, что буду точнее видеть, буду вам рассказывать. Это у нас с вами городок Стьордаль, в котором развязка на 14-ю дорогу. Направо она у нас уходит. И сразу где-то здесь будет после кольца, после поворота у нас заправка. Заправка Циркуль, на котором мне нужно набрать бесплатного кофе. Вот наши указатели Сунсвал. И по этим указателям мы будем ехать до самой загрузки. Ну а прямо дорога на север по шестерке. Майрана, Бодо, Нарвик, Тромса, Альта, Танабру, Киркенес. Это я вам по таким более крупным городам назвал маршрут, если ехать по Норвегии. Но по Норвегии там впереди паромы будут, я не знаю, 2 или 1. Поэтому, ну и погода, конечно, всегда там тяжелая такая за счет того, что рядом. Вот наша заправка, я чуть ее не просадил. Так, станем мы под колоночку, я надеюсь. Никто тут, пока я сбегаю быстренько. Никому ничего здесь не надо.
Стоит тут ящик, где воду набирать, где должны стоять ведра с палками этими, со швабрами, чтобы стекла мыть. Но оно просто, щетка, короче, разорвана вдребезги. Так что еду я дальше, поглубже чуть-чуть, где будет меньше машин, остановлюсь, прочищу стекла. Подъезжаем мы вот к транспортному пункту по левой стороне. Тоже зачастую здесь стоит рентген и проверяют на контрабанду. Но сегодня я со Швеции ехал, он не работал, и сейчас не работает. На YouTube не так давно появилась новая функция. Может быть, вы уже о ней и знаете даже. В общем, теперь можно видео при просмотре увеличивать. То есть просто берете пальцем и увеличиваете. И вот мне просто интересно, напишите в комментариях, насколько полезна эта функция теперь на YouTube. Я как-то, пробовал так, немножко ее тестировал, но особо не понял. То есть, потому что когда ролик уже загружается на YouTube, он теряет все равно, как ни крутите, но свое качество он теряет. И если, например, кто-то ролик снимает там в 24 кадра в секунду или в 30 кадров в секунду, то это увеличение, просто вы увеличиваете квадраты. Вот. Но вот мне интересно, я сейчас снимаю в 60 кадров в секунду и в 4К формате. И вот интересно, что будет увеличиваться и что будет смотреться. Тем временем у нас асфальт немножко пропал частично. Ну и погода +1 пока что. Немножко скользковато, но не сильно. Я думаю, сейчас к вечеру морозик даст и каток здесь будет хороший. И время у нас 14:30 местного, но, как видите, такой немножко мрак за счет неба затянутого. Ну и стемнеет, я думаю, через часик где-то уже стемнеть должно. Также, кто не в курсе, как бы YouTube дизлайки не показывает, сколько дизлайков, но каждый автор видит количество дизлайков. А я, по-моему, как-то это уже говорил. Поэтому я в своей студии, в которой вылаживаю видео, там вся эта аналитика, то я вижу четко на каждом видео, сколько лайков, количество и сколько дизлайков. Так что не стесняйтесь, какие видео вам не нравится, ставить дизлайки. Каждый автор это все видит. Расскажу я про выгрузку свою. Ехал я по адресу, и дорожка становилась уже, заснеженней. И приезжаю по адресу, дом впереди. А впереди спуск уже идет. То есть, если уже промазал бы я, то подниматься туда надо было бы, наверное, на цепях, я не знаю. Я остановился, включил аварийку, проблесковые маячки свои включил и пошел в разведку. Мне нужно было узнать, вообще сюда ли это и как там обстоят дела с разворотом. И я пошел, меня мужик сразу вдалеке увидел и уже начал махать, что, мол, давай сюда, это ты по адресу. Ждал, короче, он меня. И я уже прикинул, смотрю, что да, площадка большая, то есть у них вот как во дворе получается. Я спокойно заехал, выгрузился и успешно оттуда уехал. Единственное, что с двух сторон пришлось мне открывать. У него обычный был погрузчик без удлинителей на вилы. Поэтому оперативно с обеих сторон я пооткрывался, быстренько выгрузился и укатил оттуда. И как просили меня сообщать, сколько длиной подъем и какой градус. Ну вот знак есть у нас. Подъем 4 километра. Проценты не стоят. Здесь навскидку 7, где-то так. Не особо он сложный.
отсутствовало 363 километра. Сегодня я смену дорабатываю. 3,5 часа еще. И завтра уже буду доезжать утром до выгрузки. Темнеет, конечно же, с каждой просто минутой. Сейчас всего лишь 3 часа. И у нас почти темно. Я говорил как-то в прошлом видео, что чем севернее, естественно, едете, тем короче световой день. И на севере полярная ночь уже. Ну и здесь как бы получается вот Транхейм, 14-я дорога. Считайте, что в 11 стало светло. И вот сейчас у нас 3 часа. И уже темно почти. Подъем налегке, значит, идем мы. Засыпано. Очень хорошо. 0 градусов пока что. Ну, может быть, на границе самой. Граница по традиции наверху самом. Ну вот уже -1. И моросит дождь. Поэтому если сейчас не будут периодически засыпать, то будет здесь каток. Пока мчим мы с вами в сторону границу, отвечу я на 2 комментария. Значит, первый комментарий. Спросили у меня по поводу, как работает сдвиг седла, да? То, что я кнопку говорил, замок рассоединяется. Значит, на Скане я никогда не двигал, конечно, никакие седла. И у себя я не буду пробовать его трогать вообще, потому что как бы машина не новая. Так как оно у меня сейчас установлено, меня это полностью устраивает. Поэтому я его трогать не буду. Значит, на Вольве я передвигал. Точно такая же кнопка. При ее нажатии у вас рассоединяются замки, где ходит седло. И оно у вас получается в свободном таком режиме, да? Тягач должен быть, естественно, зацеплен к прицепу. То есть по-другому вы его не подвинете. Ну, можете, конечно, руками там толкать его, но это бред. То есть что мы делаем? Затормаживаем прицеп любым способом. И, ну, естественно, должны быть зацеплены, так? И когда вы нажали кнопку, у вас должны вылезти замки и пробовать толкать его вперед и назад. Я это делал вот так на воле. То есть, кто сталкивался со сдвигом Scania, в комментариях, если что, меня поправят. И прицеп, неважно, гружен он, пустой, лучше пускай будет подгруженный, чтобы седло лучше на него придавливало, чтобы оно, знаете, застоялось, там, чтобы оно зашевелилось хорошенько. Вот. Второй комментарий по поводу распечатки, что транспортники смотрят, каточек немножко такой, что транспортники смотрят в распечатках. Значит, что я могу сказать по этому поводу? В Европе, в Скандинавии там давным-давно распечатки никто не смотрит. То есть они просто считывают данные с тахографа и идут уже смотреть у себя на компьютере. Что по поводу наших стран, и мое личное мнение, у нас также все считывают, все делают, но если у вас берут распечатку в Беларуси, в России, тем более в Казахстане, то я думаю, вас просто хотят развести на бабки. То есть тут уже сразу посыл идет к тому, что все будет мимо кассы и на лапу. Почему? Потому что если у вас считали данные, они считывают у себя в системе, эти данные уже у них остаются в системе. И они не могут их скрыть там что-то там или удалить. Ну, может, конечно, как-то могут удалить. Но в случае, например, внезапной какой-то проверки, они проверят, вот есть чип считанный, на котором нарушение, где за него штраф выписан. А нету, а на лапу получен. Поэтому распечатки это прошлый век. И, как я и сказал, что если
у вас ее берут, то это, скорее всего, хотят вас развести на деньги. И плюс я давным-давно не ездил на грузовике ни по Белоруссии, ни по другим странам, поэтому я уже не в курсе, что там и как там, насколько у них там все плохо или насколько у них там все хорошо. Я еду, жду, когда же закончится вот этот вот противный, даже это не дождь, а вот морось какая-то отвратная. То есть пока левая и правая сторона лобового стекла уже замерзли у меня. 3 километра от границы до таможни. Здесь есть стоянка большая с туалетом, с теплой водой. Душа нету, насколько я помню. Значит, так как я пустой, мне идти никуда не надо, ничего отмечать не надо. Единственное, что как там по новым правилам нужно сменить страну. Вот я когда об этом вспоминаю, тогда я ее и меняю. Так, следующий у нас пункт — это магазин. Магазин сразу в километре буквально от границы. Насколько я помню, здесь нормальный заезд и нормально можно стать. Я даже, по-моему, здесь как-то ночевал. Сейчас мы все вспомним. Да, на ночь здесь может быть шлагбаум закрыт. Вот оно что. Значит, я здесь еще ночевал, когда был ремонт, и шлагбаума не было. Ну, как видите, что здесь есть где разгуляться, есть где припарковаться. Пойдем пошопимся. Расписание на праздничные дни. Все четко работает, не так, как у нас. Возьму я корзинку, может, я тоже что-то куплю. Так как у нас первая попалась шведская молочка, вот вам покажу пример 3% молока, 1,5 литра, 2 евро выходит. Творог, который я постоянно покупаю, 4%, за 250 грамм, получается у нас евро там 70, евро 80 получится по курсу. Большая банка выгодней, естественно, выходит 32 евро.
Сметана. Вот она, сметана. 13%. Но бывает и 25. 25 я сейчас не вижу. Значит, цена за маленькую баночку 200 получается грамм. 16, пускай, да, будет евро. Но это плюс-минус, но это более так приблизительно. Вот она, 32% сметана. Цена такая же самая получается. Крем фрич, я не знаю, как правильно прочитать. Вот масло, кстати. Я беру такое 82%, обычное масло сливочное. 4,5 евро, 250 грамм. Но молочка в Швеции на очень хорошем уровне. То есть мне она очень нравится. Все качественное, хорошее, приближенное к натуральному. Так, значит, что нам можно глянуть, что мне нужно купить. Бывает здесь испанская колбаса. Но сейчас ее здесь нету. Может быть, где-то в другом месте я ее смогу найти. Ну и мы передвинемся сейчас сразу с вами в отдел, который я и обещал. Значит, в таких крупных магазинах, это, ну, в крупной сети магазинов, это самый крупный отдел. Потому что есть еще где-то попадаются, но там не так много ассортимента. Итак, нам нужно найти его еще где-то. Значит, олень к Новому году стоит. И здесь, возможно, будет очень смешано. Немного там, немного там. Вот хлебобулочные булки. Значит, 280 грамм, 1,5 евро, да? Такой покруче батон будет. Но это который быстро он высохнет. Он хороший, натуральный. Но его нужно съедать. 26, ой, 2 евро 60 центов. Вот за 2, видите, скидка выходит. За 2, 3 евро там 75 центов. 73 евро 70 центов, плюс-минус. Ну, в общем, то есть курс ниже, получается, как-то правильно, выше или ниже. То есть раньше было проще, делили просто на 10 и получалась ровно цена. Теперь выходит в евро меньше немножко. Ну и чем больше вы тратите, тем, естественно, меньше выходит. Так, а из выпечек я... Нет, я тут ничего не хочу. А вот пирог такой могу взять. Ну, в составе много Е, поэтому не надо его брать. Так, здесь немножко что-то началось приближенно быть похожее. Но еще не то. Польское пока что я вижу. Вот Вегета, Кнор. Так, но это все не то. Это все не то. Кстати, кукурузку можно мне и взять уже под Новый год. Так. Что-то я не нахожу. Ну что, друзья, вот такая вот подстава года от шведов получилась. В общем, ничего вообще не было. Никаких даже намеков не было. Но, возможно, что именно в этом магазине. Почему, я не знаю. Можно было бы склониться, что запретили русский язык. То есть товар там был. Там было все написано по-русски. Пряники, сухари там какие-то там, баранки, вафли, тушенка там, сгущенка. Нет, сгущенка, тушенка не было по-русски на банках написано, но тушенка была именно козырная такая, кусками мяса, хорошая, не жилетом это какой-то там, которая на сковороде расплавляется и пропадает, а нормально. И сгущенка хорошая,
по моим ощущениям, это была белорусская сгущенка, перебита под то, что типа это немецкая. Вот, потому что никто, ни одна страна ближайшая не делает такой сгущенки, как делают в Беларуси. Вот. Я сладкоежка, поэтому я знаю, что я говорю. Она даже сахареет, как положено. Значит, моя задача теперь найти следующий Еврокэш и найти там все-таки наши товары. Там продавались украинские, белорусские, русские, казахские, там узбекские, то есть, ну, огромное было разнообразие разного такого рода, всяких там приправ, специй, банок, каких-то с чем-то, чего-то, то есть, такое все, что лежит у нас на прилавках. Зефир, вот, зефир. И, то есть, почему я сделал на это упор? Потому что такое не продается вообще нигде, в магазинах здесь, в Швеции, то есть, в обычных магазинах стандартных, такого, вот, пряники, вы не купите пряники, здесь их нету, зефир. Тут нету такого, нету такого понятия зефир, например, да, тоже. Тоже ту же тушенку купить хорошую вы не купите. Со сгущенкой есть, конечно, тема, что у них продается ихняя шведская, довольно-таки очень тоже хорошая. Как-то она там... я покупал. Ага. Condensed Milk, короче. Вот, это ихняя такая сгущенка. Тоже хорошая, 3 евро стоит за банку. А сгущенка, которую я, значит, в этом магазине раньше была, она стоила где-то 3,5 евро. Тушенка 4 евро. Ну, по остальным позициям не скажу. Ну, конечно же, все стоило дороже, чем обычные товары шведские. Но, короче, как есть. Вот и все. Значит, давайте я вам скажу, что я купил и сколько я потратил. Хоть что-то я сделаю полезное в этом видео. Кому-то, может, будет интересно. Я открываю свой интернет-банк, чтобы вам точную сумму сказать в евро, за что я отдал. Значит, на выходе, в расстроенных чувствах, что у меня сорвался контент, я купил себе за 5 евро 16 центов какую-то херню. Попросил, чтобы мне ее погрели. Короче, это микрошаурма, кстати, которая течет, надо с ней поосторожнее быть. Очень микрошаурма. Так, теперь я вымазал руки. Где мой поднос? Так, 5 евро 16 центов я за нее дал. Значит, я зашел еще во второй магазин, в Куб. Купил я там 5, потому что цена была за них, ну, по акции, получается, за 5 штук. Выпечек, такие, ну, слойки, короче. Слойки я не буду доставать, они очень крошатся, но они очень вкусные, мне они нравятся, они легенькие такие. Ну, то есть не булка тупо там, да, с чем-то, а такая она, хорошая, короче. Значит, 5 этих, как их правильно назвать, даже не знаю. 5 этих слоек, пускай будут слойки они у нас. И пачку себе похрустеть, типа, знаете, кукурузные какие-то палочки там со вкусом каким-то. Значит, за это дело я отдал 6 евро 46 центов за 5 выпечек и за пачку этого говна. Во втором, точнее в первом, в Еврокэше, который вообще меня разочаровал, я отдал 8 евро 47 центов за 3 баночки по 150 грамм, итого 450 грамм кукурузы бондюэлевской, 1 огурец несъедобный, ну для салата он хорошо идет, и 3 пачки маленьких крабовых палочек. Все, что ли? И это 8 евро вышло? Да, 8,5 евро за вот это вот, да, прикиньте. Как бы, вот, пожалуйста вам. 8,5 евро. Мне это для салата на Новый год все нужно, поэтому я уже заранее решил. Майонез я давно купил себе хороший. Вот теперь купил кукурузу, крабы, ну и яйца я уже куплю в последний момент. Вот, друзья, наступило 25 декабря. Сегодня Рождество, вчера был сочельник. Рождество католическое, значит, хочу поздравить всех, кому относится этот праздник на все 100%. Пожелать вам крепкого здоровья,
счастья, удачи, ну, всего самого главного. Всегда идите к своим целям. Как говорится, ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. У меня тоже сегодня выходной. Вчера, 24-го, я ехал. Пустые дороги были. Но разглядывал в окошки, где что у кого как происходит. Проезжал несколько деревушек. Люди отмечают семьями праздник в Норвегии. Видел, то есть, очень много окон открытых в Норвегии. Без штор. Поэтому все хорошо просматривается, значит. Сидят за большим столом, большой семьей. Каждый дом в Норвегии украшен огоньками, фонариками, хоть чем-то, но все окна светящиеся в домов, где люди именно живут. Даже я видел, то есть пустые дома, но все равно что-то там горит. У меня здесь своя атмосфера вечером, как видите. Огоньки, елка, все как положено. Подготовлен я на все 100 к праздникам. Значит, что для меня 25 число является, это начало всех зимних праздников вообще. Следующий у нас Новый год, потом у нас Рождество наше, потом Старый Новый год, коляды, вот, Крещение, Масленица и до конца зимы. И уже весну у нас открывают 8 марта. Поэтому с Рождеством, друзья, с наступающим Новым годом. Для меня сегодня еще один праздник. Сегодня день рождения у моего друга. Димон, с днем рождения тебя. Я понимаю, что сегодня тебе не удастся настолько ярко и запоминающийся встретить этот день рождения, как в прошлом году мы его встречали на твои 30 лет. Поэтому от этого я тебе могу пожелать: не ходи сегодня на мяту. И вообще лучше останься сегодня дома. Так будет безопаснее и надежнее. Вот. Увидимся с тобой уже в следующем году по приезду. И отметим все дни рождения, все, которые у нас насобираются, все, которые мы пропустили. Все, давай, с днем рождения и до встречи.